Глубоко в изумрудных тенях Амазонки есть крошечное существо, которое больше похоже на модель из биологии, чем на живое животное. Его называют стеклянной лягушкой. На первый взгляд она кажется обычной лягушкой, с ее лаймово-зеленой кожей, помогающей ей сливаться с листьями. Но переверните ее, и ваша челюсть может отвиснуть. Ее брюшко полностью прозрачно. Вы можете увидеть ее бьющееся сердце, ее органы, даже маленькие вены, наполненные жизнью. Это как будто природа дала этой лягушке окно в ее душу. Но вот в чем поворот. Это странная прозрачность. Не просто для показа. Ученые считают, что прозрачное брюшко стеклянной лягушки помогает ей скрываться от хищников. Когда лягушка отдыхает на листе, ее контур размывается в зелени, что делает ее труднее заметной. Это защитный механизм, не похожий ни на что другое в животном мире, и несмотря на то, как хрупко она выглядит, эта лягушка выжила в одной из самых жестоких экосистем мира. Но как бы странно ни было видеть внутренности живого существа, подождите, пока не услышите следующий звук, доносящийся из деревьев, крик, который звучит пугающе по-человечески. Представьте, что вы идете через тропический лес и вдруг слышите, как вдалеке кричит человеческий ребенок. Вы замираете. Кто-то ранен, потерялся, но когда вы пробираетесь через густые заросли, вы понимаете, что это не ребенок, это обезьяна, и она смотрит прямо на вас. Это ревун, одна из самых громких наземных животных на Земле. Его крики могут распространяться на более чем 3 мили через лес. Но дело не только в громкости, а в тоне. Эти обезьяны издают глубокий, гулкий, почти скорбный рев, который веками вызывал дрожь у исследователей. Ночью их крики эхом разносятся по джунглям, как стоны забытых духов. Но эти обезьяны не просто машины для шума. Их зловещие крики – это сложная система предупреждения, используемая для обозначения территории и избежания конфликтов с соперничающими группами. Они также странно похожи на людей в своих социальных поведениях, что делает весь опыт еще более жутким. Но даже этот леденящий кровь звук – ничто по сравнению с тем, что бесшумно ползает под джунглями. Ни глаз, ни солнечного света, ни пощады. Познакомьтесь с одной из самых тревожных тайн Амазонки – слепой змеей. Это не червь, хотя выглядит точно так же. У этой рептилии нет функциональных глаз. Она полностью полагается на осязание и обоняние, чтобы ориентироваться в сырых, подземных слоях леса. Но не дайте ее безобидному виду вас обмануть. Эти змеи – хищники-засадники. Они прячутся в мягкой почве или гниющей древесине, ожидая, чтобы сразить насекомых и мелких животных с ужасающей точностью. Их рты крошечные, но достаточно мощные, чтобы схватить и проглотить добычу целиком. Еще более жутко, некоторые виды настолько редко встречаются, что ученые до сих пор не полностью понимают, как они размножаются, или каков их полный спектр поведения. Как будто природа создала их, а затем похоронила. Буквально. Они идеально адаптировались к жизни в темноте, где глаза только замедляли бы их. Но не все странные существа Амазонки прячутся под землей. Некоторые выставляют свою странность на показ, особенно одна птица, которая, кажется, вышла прямо из доисторических времен. Когда вы впервые замечаете птицу хаоцин, вы можете подумать, что видите ошибку. Ее перья выглядят так, как будто их растрепал ураган, она пахнет как коровий навоз, а у ее птенцов есть когти на крыльях. Да, когти. Настоящие, функциональные когти. Эта птица – живое ископаемое, существо, которое не сильно изменилось за миллионы лет. Ученые долго спорили о ее эволюционном месте, и некоторые называют ее самым близким к настоящему динозавру, что у нас есть. Самая поразительная часть – когда птенцы хаоцина падают из гнезд в воду, чтобы спастись от хищников, они забираются обратно на деревья, используя когти на крыльях. Точно так же, как это могли делать доисторические птицы. Даже его пищеварительная система странная. Хаоцин – единственная птица в мире, которая ферментирует листья в своем зобе. По сути, у него желудок, как у коровы. Вот почему он так ужасно пахнет. Но ничто не готовит вас к тому, что будет дальше. Изящная, красивая бабочка, которая живет на чем-то глубоко тревожном. Бабочки должны быть символами красоты и грации, верно, но не это. Глубоко в Амазонии есть особый вид, который предпочитает падаль нектару. Ее изящные крылья переливаются цветами, но ее привычки по-настоящему пугающие. Она садится на мертвых животных и пьет жидкости, вытекающие из их разлагающихся тел. Некоторые из этих бабочек даже были замечены пьющими слезы у черепах и кайманов. Они ищут соли и минералы, необходимые для их выживания в тропическом лесу. Это не агрессия, это просто адаптация.
Но все же, образ красивого насекомого, питающегося гниющим мясом или облизывающего глазные яблоки другого животного, остается в памяти. И становится еще страннее, потому что глубоко в грязи извивается нечто еще более неестественное, и оно выглядит так, будто у него человеческое лицо. Трудно поверить, пока не увидишь это. Скользкий пульсирующий червь с миниатюрным человеческим лицом, смотрящим на тебя. Это странное существо известно местным жителям под несколькими названиями, но ученые называют его видом плоского червя планарии. У него есть два темных пятна, похожих на зрачки, и плоская голова, что придает ему поразительно гуманоидный вид. Когда его замечают в мокрой почве или ползущем по листу, это может заставить вас остановиться на месте. Но это лицо не только жутко, оно обманчиво. Червь использует свою плоскую голову, чтобы чувствовать окружающую среду и охотиться на добычу, часто вытягивая ее странными инопланетными способами. Эти черви также могут регенерировать любую часть своего тела. Разрежьте одного пополам, и каждая половина может вырасти в нового червя с лицом и всем остальным. Некоторые культуры Амазонии даже считают, что эти существа являются духовными предзнаменованиями, душами, застрявшими между мирами. Если идея червя с лицом вас не напугала, подождите, пока не встретите восьминогий ужас, который может убивать птиц. Да, это реально, и это так же страшно, как звучит. Глубоко в Амазонии живет паук-птицеед Голиаф, самый крупный паук на Земле по массе. С размахом ног почти в фут, это волосатое чудовище заставляет тарантулов выглядеть как игрушки. Несмотря на свое название, он не питается птицами регулярно, но вполне может. Паук охотится ночью, используя вибрации в почве, чтобы обнаружить добычу. Он набрасывается с молниеносной скоростью, вонзая свои почти дюймовые клыки в жертву и вводя яд. Сверчки, лягушки, мыши, ящерицы и, да, даже птицы. Ничто не является запретным, когда это чудовище голодно. Но самая страшная часть. Ему не нужно кусать, чтобы защититься. Когда ему угрожают, он трет свои ноги друг от друга, чтобы выпустить облака крошечных волосков. Это может вызвать сильный зуд, жжение или даже повредить глаза хищников. Природа дала этому пауку все, что нужно, чтобы править своим темным царством. И как только вы думаете, что пауки — это самое худшее, из тени выпрыгивает еще одна лягушка с трюком настолько шокирующим. Это граничит с научной фантастикой. Его называют Коритомантис грининги, но местные жители просто знают его как лягушку с бронеголовой. То, что звучит как имя супергероя, на самом деле является предупреждением. У этого маленького амфибия есть защитный механизм, настолько странный, что он до сих пор озадачивает ученых. Когда ему угрожают, он проталкивает острые шипы через свою кожу, покрытые ядом, достаточно сильным, чтобы растворить кости мелких животных. Это не пассивный яд. Лягушка активно использует свое тело как оружие. Эти шипы скрыты в ее черепе и появляются, как биологические кинжалы, когда это необходимо. Если хищник пытается укусить ее, он сталкивается с полным ртом токсина, который может вызвать серьезные внутренние повреждения. Что еще хуже, эта лягушка не выглядит опасной. Она маленькая, довольно милая и легко остается незамеченной, пока не почувствует угрозу. Тогда она становится одним из самых кошмарных существ в джунглях. Но даже это ядовитое чудо не сравнится с тем, что порхает по ночному небу в поисках теплой крови, чтобы выпить. Забудьте о голливудских вампирах. Настоящие живут в Амазонии. Вампировая летучая мышь — это не миф. Это очень реальный высокоразвитый хищник с жаждой теплой крови. Эти летучие мыши маленькие, бесшумные и смертоносные. Они подкрадываются к спящим животным ночью, разрезают кожу острыми, как бритва, зубами и слизывают текущую кровь. Их слюна содержит химическое вещество, которое предотвращает свертывание, поэтому кровь продолжает течь. Жертва даже не чувствует укуса до гораздо позже. Этого недостаточно, чтобы убить, но достаточно, чтобы вызвать беспокойство. Известно, что эти летучие мыши даже нацеливаются на людей, когда другие источники скудны. Самое удивительное — это то, как они делятся кровью. Если одна летучая мышь не смогла поесть, другая отрыгнет часть своей пищи, чтобы поддержать ее жизнь. Это странная форма преданности в мире хищников. Если вы думаете, что пить кровь — это жутко, подождите, пока не встретите рыбу с улыбкой, которая может преследовать вас в кошмарах. Когда кто-то видит ее впервые, они обычно смеются, пока не осознают, что это не подделка. У рыбы паку ряды плоских квадратных зубов, которые выглядят пугающе по-человечески, как будто кто-то вставил зубные протезы форели. Обитающая в реках Амазонки, эта родственница пираньи является растительноядной, но это не делает ее безвредной. Эти рыбы могут вырастать более чем до 3 футов в длину и имеют челюсти, достаточно мощные, чтобы дробить орехи и семена.
Фактически, местные жители иногда называют их резчиками яиц из-за слухов, в значительной степени преувеличенных, об атаках на мужчин-пловцов. Хотя это больше миф, чем факт, правда достаточно странная. Рыба, которая смотрит на вас из воды с тем, что похоже на человеческую улыбку. И она не одна. Прямо за поворотом есть нечто, что буквально может ходить по воде. Это звучит как библейское чудо, но для амазонской ящерицы Иисуса это просто обычный день. Официально называемая Василиском, эта рептилия обладает одним из самых потрясающих трюков выживания в тропическом лесу. Когда ей угрожают, она встает на задние лапы и мчится, да, мчится, по поверхности воды. Секрет заключается в скорости, легкости и специально разработанных пальцах. Ящерица сильно ударяет лапами по воде, создавая крошечные воздушные карманы, которые не дают ей утонуть. Она может преодолеть до 15 футов, прежде чем гравитация настигнет ее. Это дает ей огромное преимущество перед хищниками. Что делает ее еще более увлекательной, так это ее способность переключаться с земли на воду и на дерево за считанные секунды. Она мастер побега, джунглевый ниндзя. Но пока Василиск убегает от опасности, некоторые существа в Амазонии находятся так долго, что наблюдали, как опасность эволюционирует вокруг них. Большинство животных, живущих сегодня, появились задолго после исчезновения динозавров, но не все. Глубоко в Амазонии обитают виды, настолько древние, что они ползают, плавают или скользят с тех пор, как тираннозавр Рекс сделал свой первый укус. Возьмем, например, арапайму, огромную рыбу, дышащую воздухом, которая может вырастать более 10 футов в длину. Ее чешуя настолько толстая, что отражает атаки пираний. Эта рыба существует уже более 100 миллионов лет. Или гигантский пресноводный скат, чья родословная восходит к началу эволюции позвоночных. Эти существа – живые ископаемые, неизменные, нетронутые и идеально приспособленные к выживанию в хаосе. Их устойчивость делает Амазонию биологической капсулой времени. Но эволюция не остановилась. Некоторые животные не просто выжили, они трансформировались почти волшебным образом. В Амазонии странными становятся не только животные. К этому безумию присоединяются и растения. Среди самых зловещих – хищные растения, которые заманивают, ловят и переваривают живую добычу. Возьмем, например, растение кувшин. Его глубокая скользкая полость пахнет сладким нектаром, привлекая насекомых, лягушек и даже мелких млекопитающих. Попав внутрь, выбраться невозможно. Стены скользкие, а жидкость на дне наполнена пищеварительными ферментами. Со временем жертва разлагается на питательные вещества, которые растение поглощает. Это как природная версия медленно варящегося супа. Ходят даже слухи о более крупных экземплярах, способных ловить птиц, хотя доказательства остаются скудными. Будь это реальностью или мифом, сама идея, что даже растения здесь едят мясо, заставляет вас постоянно оглядываться. Тем не менее, некоторые существа предпочли бы полностью исчезнуть и овладели искусством мимикрии, как никто другой. Вы можете смотреть прямо на него и никогда не узнать, что оно живое. Насекомое, имитирующее листья в Амазонии, является мастером маскировки. От узоров, напоминающих жилки, до крошечных следов укусов на крыльях, это насекомое выглядит точно как упавший лист. Оно даже покачивается из стороны в сторону, когда идет, копируя движение листа, колышущегося на лесной подстилке. Это не просто показуха, это выживание. Хищники не тратят энергию на мертвые листья. Быть принятым за один из них может означать жизнь или смерть. Даже птицы и рептилии, которые охотятся по движению, часто полностью его не замечают. Некоторые из этих насекомых идут еще дальше, имитируя шипы, палочки, тиджи или даже птичий помет. Это камуфляж, совершенствованный миллионы лет, и он работает поразительно хорошо. Но если прятаться хорошо, то как насчет светиться? Некоторые из следующих существ не сливаются с окружением. Они освещают ночь. Амазонские тропические леса ночью погружены в кромешную тьму, но не полностью. В некоторых местах оно светится. Это из-за редкого и загадочного явления биолюминесценции. Несколько существ здесь, от насекомых до грибов, излучают собственный свет в синих, зеленых и даже фиолетовых оттенках. Возьмем, например, жука-щелкуна. Два светящихся пятна на его спине загораются, как фары или железнодорожный червь, который светится сегментами, как движущийся поезд. Ученые считают, что эти свечения служат сигналами предупреждения для демонстрации спаривания или привлечения добычи, но самое завораживающее свечение исходит от грибов, известных как лисьи огни. Эти грибы излучают потусторонний зеленый свет и растут на гниющей древесине, придавая лесной подстилке призрачное мерцание. Это напоминание о том, что в Амазонии странности не спят. И говоря о странностях, что если я скажу вам, что некоторые из самых маленьких существ леса могут контролировать умы других,
Это звучит как чистая фантастика ужасов, но это реально, и это происходит каждый день в Амазонии. Глубоко в подлеске живет грибок под названием Ophiocordicепс unilateralis. И он не просто убивает насекомых, он захватывает их разум. Сначала грибок заражает муравьев, выпуская споры, которые прикрепляются к телу. Попав внутрь, он берет под контроль центральную нервную систему муравья. Муравей начинает вести себя странно, взбираясь на высокие стебли, захватывая челюстями лист или веточку, и затем ждет своей смерти. Затем грибок вырывается из головы муравья, выпуская больше спор для заражения других. Это версия зомби-апокалипсиса от природы, только реальная и ужасающая своей эффективностью. Целые колонии муравьев могут быть уничтожены, если инфекция распространится. Ученые даже задокументировали кладбище муравьиных трупов, все застывшие на месте, с головами, из которых растут грибные стебли. Но если грибок может контролировать разум, подождите, пока не услышите, что может имитировать самый талантливый птица Амазонки. Это заставит вас содрогнуться. Амазонка полна странных звуков. Но некоторые из самых тревожных не исходят от машин. Они исходят от лирохвоста, мастера мимикрии, который точно имитирует звуки бензопил, затворов камер, сигнализаций и даже человеческие голоса. Хотя они не являются коренными для самой амазонки, похожие виды, такие как пересмешник и удивительно жуткая капуциновая птица, издают звуки, которые кажутся механическими или электронными, эхом раздаваясь по джунглям, как призраки современной жизни. Капуциновая птица, в частности, издает звук, который многие описывают как низкий, жужжащий стон, что-то среднее между коровой и двигателем, пытающимся завестись. Местные жители принимали эти птичьи крики за духов предупреждения или голоса в деревьях. Это один из тех моментов, когда лес играет с вами шутки и заставляет вас сомневаться, что реально. Когда думаете, что слышали все, следующее существо не нуждается в воде, но прекрасно живет без нее. Это звучит невозможно. Рыба, которая не нуждается в воде, но амазонка полна сюрпризов. Познакомьтесь с дальним родственником илохода, ходячим сомом. Во время засух это существо покидает свою уменьшающуюся лужу и извивается по суше в поисках лучшего дома. Оно дышит воздухом через кожу и специальную камеру возле жабр, что позволяет ему выживать часами вне воды. Оно использует свои плавники, чтобы ходить или тащить себя по грязи, корням и лесной подстилке. Это не изящно, но работает. Эта способность дает рыбе огромное преимущество в выживании в Амазонке, где уровни воды резко поднимаются и падают. В некоторых случаях их видели, как они ползут между прудами ночью, двигаясь как некая полумертвая змея. Тем не менее, не все, что ползает или светится в этом джунгле, было замечено дважды. Некоторые были замечены только один раз, и больше никогда. Амазонка настолько обширна, настолько непроходима, что многие из ее тайн были замечены лишь однажды. Странная лягушка с прозрачной кожей. Странный паук, который больше никогда не был задокументирован. Или светящееся существо, похожее на медузу, которое видели только один раз, плавающее в затопленной роще. Эти так называемые одноразовые чудеса животного мира напоминают о том, как много мы еще не знаем. Некоторые были запечатлены на фото, другие собраны и сохранены, а многие описаны только по памяти. Ученые называют их криптическими видами, реальными, но почти невозможными для изучения. Существует целый каталог жизни амазонки, который, возможно, никогда не будет вновь обнаружен. Исчезли ли они или просто ушли глубже в лес, никто не знает. Но самые загадочные существа — это те, которые ставят под сомнение все, что мы думали, что знаем. Несмотря на века исследований, современные спутники и науку, амазонка все еще хранит свои секреты. Существуют животные с неизвестным поведением, паразиты, нарушающие правила биологии, и звуки, записанные ночью, источник которых неизвестен. От огромных анаконд, существование которых никто не может подтвердить, до фигур, похожих на обезьян, виденных племенами, но никогда не снятых на пленку, список необъяснимых явлений длинный и продолжает расти. Даже ученые признают, что, вероятно, мы идентифицировали лишь малую часть того, что обитает в тропическом лесу. Правда в том, что Амазонка — это не просто место. Это загадка, живая головоломка, которая отказывается быть разгаданной. И, возможно, именно поэтому она так нас завораживает. Потому что сразу за последним деревом, в самой густой части джунглей, что-то всегда наблюдает.